Всем привет, меня зовут Андрей Крамер. Сегодня хочу рассказать вам о своей разработке видеографии заднем аноморфотном адаптере Puli с коэффициентом аноморфирования 1:33X. Многие знают, что аноморфотная оптика, будь то аноморфотный объектив или аноморфотная насадка, устанавливается спереди объектива. И аноморфотные объективы по сути состоят из блока сферических линз, то есть самого принимающего объектива, блока аноморфотных линз, это цилиндрические линзы, и фокусирующего модуля спереди. И стандартом такой оптики в основном является коэффициент 2х. Это очень удобно для работы на кадре 4:3. Для кадра 16:9 используется аноморфотная оптика с коэффициентом 1:33х. В этом случае у нас получается стандартное соотношение сторон 2:35:1. В данном случае это рихаузная кова с коэффициентом аноморфирования 2х. Она устанавливается спереди принимающего объектива, дает расширение в горизонте в 2 раза, что на кадре 16:9 дает соотношение 3:55:1. Или на кадре 4:3 это будет стандартный 2:35:1. Ограничение такого объектива или насадки в том, что на той же самой APS-C матрице с кропом 1,5 можно использовать объектив минимальный по фокусному расстоянию, это 50 мм, что получается в пересчете, так как у нас коэффициент аноморфирования 2х, то в пересчете у нас получится 25 мм в эквиваленте полного кадра. Более широкую картинку выжать из подобных насадок не получится, просто в связи с тем, что так работает и устроена сама оптика. Она просто не даст более широкий объектив поставить, у нас просто будет виньетка. Долгое время занимался рихаусами различных аноморфотных насадок, как российских, так и зарубежных, абсолютно разного размера и разного коэффициента аноморфирования. Также у меня есть компактные насадки Наполеон с коэффициентом аноморфирования 1:33, но это все передние насадки, то есть те, которые становятся спереди объектива и дают расширение кадра на коэффициент 1:33. И для моих Наполеонов, например, точно так же на кропе 1,5 минимальный объектив для работы нужен будет 50 мм. Задний аноморфотный адаптер — это никакая не новинка, он был разработан еще в 80-х годах и использовался также с объективами, но его плюс в том, что его можно было использовать и с зум-объективами, и он изначально под зум-объективы и был разработан практически. У меня получилось сделать задний аноморфотный адаптер для камер с кроп-матрицами, такие как М4:3, APS-C и Super 35. То есть на этих матрицах этот адаптер покрывает полностью кадр, не давая никакое винитирование. И самый большой, огромный плюс заднего аноморфотного адаптера — это в том, что на него можно устанавливать принимающие объективы с любым фокусным расстоянием, вплоть до широкоугольных объективов и объективов Fisheye. И использовать также зум-объективы. Вы фокусируетесь и зумируете с помощью самого объектива. Также огромным плюсом является данного адаптера — это его компактность. Компактность, естественно, вес, то есть использование такого адаптера позволит легко использовать его на тех же самых электронных стадикамах или кранах. Он очень легкий. В данном случае я держу в руках адаптер, который предназначен для камер APS-C, и это адаптер для камер Sony. Задний адаптер не будет работать напрямую с объективами тех камер, на которых он используется. То есть, если это камера Sony, он не будет работать с объективами Sony. А на камере Panasonic он не будет работать с объективами Micro 4:3. И этот адаптер предназначен для работы с объективами системы EOS, то есть с Canon объективами. Адаптер выполнен по принципу спидбустеров, то есть аноморфотные линзы находятся внутри адаптера и дают расширение кадра на коэффициент 1:33X. Адаптер, как и любые другие переходники, устанавливается в байонет камеры, а спереди устанавливаются объективы Canon. Аноморфот полностью готов к работе, вы можете спокойно делать зум или фокусироваться от минимального фокуса самого объектива до бесконечности. Для работы с объективами, например, у которых резьба М42, с советскими объективами и так далее, можно использовать переходники стандартные с М42 на EOS, накручиваем его на резьбу и точно так же устанавливаем в адаптере. Конечно, у заднего аноморфотного адаптера есть свои нюансы, и его работа отличается от работы аноморфотных линз, устанавливаемых спереди принимающего объектива. Так вот, из-за расположения аноморфотных линз позади принимающего объектива, и задняя линза аноморфота фактически очень близко располагается к сенсору камеры, то
мы в итоге получаем практически нулевое фокусное расстояние. Это обозначает, что установленный принимающий объектив, вот, например, в данном случае зум-объектив Tamron с фокусным расстоянием 28-75 мм на расстоянии 28 мм, будет иметь такое же фокусное расстояние, как и без аноморфотного адаптера, но только в горизонтальной плоскости. Картинка при этом будет вытянута в вертикальной плоскости и умножена на коэффициент адаптера, в данном случае на коэффициент 1,33. В кадре будет меньше информации видно сверху и снизу, она уйдет за пределы. То есть у нас получается, что фокусное расстояние 28 мм, умноженное на коэффициент 1,33, будет равно примерно 37 мм. Но это только для вертикальной плоскости, и картинка при этом будет вытянута на тот же коэффициент 1,33. И когда мы картинку сожмем, то получим стандартное соотношение сторон 2,35 к 1. Также из-за того, что блок аноморфотных линз находится позади принимающего объектива, отмечается потеря светосилы на 1-1,5 стопа. Но, несмотря на потерю светосилы, мы все равно получаем отличное от сферического объектива размытие, потому что аноморфотный блок воздействует только на одну из осей. Задний аноморфотный адаптер пули 1.33X также не будет давать привычных овальных боке, которые дают аноморфотные насадки и объективы, устанавливаемые спереди принимающего объектива. Боке останется круглым, когда мы картинку сожмем. Но отмечаются небольшие овальные боке при использовании с более широкоугольной оптикой и аноморфотным задним адаптером. А на более длинном фокусе можно увидеть и горизонтальную растяжку боке. Задний аноморфотный адаптер также не будет давать привычных горизонтальных лучей от источников света, но есть короткие вертикальные лучи. В целом, хочу сказать, что работа с задним аноморфотным адаптером очень интересна, и картинка отличается от сферической. Но использование практически любого объектива с любым фокусным расстоянием или зум-объективов, компактность дает ей некоторые преимущества перед насадками и объективами, которые устанавливаются спереди. С вами был Андрей Крамер. До следующих обзоров.